Это я убила Эрику. Она увела у меня любимого человека. Простите меня, если сможете. Белла Осмоловская. Почему напечатано, почему не от руки? Kristjan! Kristjan, too Кристиан, redel! принеси лестницу. Ворсинки от веревки идут вверх. Значит, тело подтягивали уже после смерти. Убийство. Шедевры Артура Городецкого давно и заслуженно оценены во многих уголках земного шара. Пытливый ум художника пытается заглянуть в саму суть вещей, увидеть их изнутри. Конфликт механизмов и биосферы, живого и неживого – основной мотив творчества Артура. Сегодня возможность увидеть его произведение появилась и у вас. Марина, прошу. Специально к этой выставке Артур Городецкий создал новое произведение. Скульптура называется «Альтер Эго». Как живой. Он будет или нет? Не знаю. Взорванная табачная жилка. Опять цирковое представление. И что такое взорванная табачная жилка? Отходы табачного производства. Твердую жилку листа взрывают, растирают в пыль и добавляют обратно в сигареты. То есть люди курят отходы? Именно. Вот. Эти двое прикасались к скульптуре. Ну да, мы ее привезли, распечатали, поставили, накрыли драпировкой. Откуда привезли? Из мастерской. Все, как Марина Николаевна велела. Кто это? Я забрала скульптуру из мастерской сегодня утром. Она была в упаковке. Мне ее передал техник Сережа, помощник Артура. В последнее время Артур твердил, что вековечит себя в искусстве. Вот, оказывается, что он имел в виду. Спасибо большое. Виктор Алексеевич! Виктор Алексеевич! Вот. Посмотрите. Стрип-клуб «Бедные овечки». Ага. Неплохой клуб. Был когда-то. Спасибо, Анатолий Борисович. Я расстарался.
Чем я могу? Я не ем сладкое. Вильма! Подними старые дела за период, когда пропала Эрика Лаац. Убийства, кражи, мелкие происшествия, все, что случилось в Таллине в это время. Хорошо. Артур ночью изготовил макет. Утром я пришел, запустил пресс. Пластик застывает 6 часов. Вот, потом надкрыл, проверил, нет ли брака. Все хорошо получилось, натуралистично. Потом упаковал. Вы вчера пили? Вермут с компали? Ну да, немного. А откуда вы? Этот макет? Да. Но стоп. Он же был в скульптуре, в пластике. А что же я тогда закатал? Ёшкин кот. Городецкий. Двое мужчин, 40-45. Грецкий орех. Его убили. Двое неизвестных с запахом грецких орехов. Это все, что я могу сказать. Кокаин? Это Артура. Он употреблял. Максим, срочно приезжай в мастерскую Городецкого, позвони Петровскому из отдела по борьбе с наркотиками. Скажи, что найден кокаин. Тут есть еще кое-что. Я знаю, кому принадлежала эта вещица. Ого! Вот это домина. Проходите. Пожалуйста, располагайтесь. Выпить не желаете? 40 лет выдержки. Нет, спасибо. Хорошая коллекция. Да, 18 век. Но одной фигурки здесь явно не хватает. Бог ветра, Футен.
Украли. Подозреваю, что горничная. Горничная здесь ни при чем. Да, это он. Мой футен. А где вы его нашли? В мастерской Городецкого. Городецкий. Когда вы с ним виделись в последний раз? Вчера вечером. Он был у меня, а потом уехал в стрип-клуб. В каких вы с ним были отношениях? Артур был очень талантливым художником, но Ну? в последнее время он начал вести неподобающий образ жизни. Алкоголь, наркотики, женщины. Ну, разве не так ведут себя современные художники? И речь не об Артуре, а обо мне. У меня серьезный юридический консалтинговый бизнес, в котором очень важна репутация. Зачем вчера к вам приходил Городецкий? Требовал денег. Я пытался его образумить, но даже грозил, что не открою уже готовую выставку. Но все было напрасно. Между вами возникла ссора? Увы. Вы точно не хотите? Точно. Петровский, 3-й отдел. Что тут у вас? Кокаин. А вы что, уже экспертизу провели? Ну, у нас же есть эксперт. А, понятно. Ого. Все здесь. Разделим на 3 части. А что нужно найти? Не знаю, что-нибудь, что может натолкнуть на мысль. Что уставился? Начинай. Что непонятного? Привет. Здрасте. Давно у вас не было. Болели? Можно и так сказать. Чего с рукой? Рассчитал клиента. Виски есть? Конечно. 40-летний? 40-градусный. 50? 100. Экспертиза показала, что в пакете, найденном в мастерской Городецкого, находится кокаин. Вес пакета 23 грамма. Крупная партия. Прошу передать расследование этого дела мне. Извините. Что показало вскрытие? Вскрытие еще не закончено. Есть определенные трудности по извлечению тела из пластика. Предварительно могу сказать, что смерть насильственная. В области еще несколько гематом. Предположительно, от сдавления пальцами. Понятно. Дело остается в ведении первого отдела. Лебедев, проинформируйте коллегу Петровского о ходе расследования. Совещание закончено. Спасибо.
Артур часто ночевал в мастерской, поэтому его отсутствие меня не удивило. Вы ему звонили? Нет, у нас были не самые лучшие отношения в последнее время. Когда я могу забрать тело моего мужа? Как только закончатся все следственные действия. А можно получить тело таким, каким вы его забрали? В пластике. Артур хотел, чтобы его похоронили именно так, он же художник. Вы вчера пили вермут с Кампари? Да. Это мой любимый напиток. А откуда вы знаете? Вот ваш пропуск. Пожалуйста, не покидайте город до окончания расследования. Вермут с Кампари? Этот же запах. Исходил от техника, который делает скульптуру. Они любовники. Нюхай, Роберт. Нюхай. Это кофе. Нюхай. Пойдем. Опа-па, опа. Пойдем. Пойдем. Ищи кофе. Ищи. Папа, можно поаккуратней? Ну, наконец-то. Володя, давай пожалей, я устала. На. Папа. Пока, доченька, пока. Подожди, ты же хотел поиграть с внуком. Я в следующий раз, извини, пока. Ну, где ты там? Долго тебя еще ждать? Иду. Господи. Что с тобой? Господи, боже мой. Я хочу свою долю от продажи билетов. Это не ко мне. Всеми финансовыми вопросами занимается Дмитрий Николаевич. Что ты хотел? Бред, конечно, жена погибшего просит выдать тело мужа в пластике. Что? Смотрю, ты еще не протрезвел после вчерашнего? Ну, это тут при чем? Притом, сегодня можешь не приходить. Иди к своим бедным овечкам. Ир. Ир.
Что вы говорите? Я говорю, это скульптуры моего мужа, и вы должны отдать их мне. Как только закончится выставка, я обязательно передам их законному владельцу. Мне. Вам или, возможно, кому-то еще? Что за странные формулировки? Я ничего не понимаю. Я повторяю, я передам скульптуры законному владельцу. Тому, кто будет указан в завещании Артура. В завещании? Каком еще завещании? Да, да. Ну, пусть тетя посмотрит. Все, зайчик. Ну, ничего страшного я не вижу. Небольшая аллергическая реакция. Прям как у твоего бывшего. У нашего бывшего. Ну и слава богу, что все хорошо. А то я так испугалась. А может, вина? Ну, как в старые добрые времена, раз уж ты здесь. Юля, если ты в следующий раз захочешь выпить вина, не нужно спекулировать здоровьем ребенка, ладно? Я правда очень испугалась. Он так чихал, так плакал. Знаешь, когда с Робертом что-то происходит, я просто схожу с ума. Ну хорошо, прости меня, пожалуйста, я больше так не буду. Учитывая разгульный образ жизни Артура Городецкого, Светлана Городецкая вполне могла войти в сговор со своим любовником и заказать мужа. И какой мотив? После смерти Городецкого с его работами можно ездить по всему миру и жить припеваючи. В пользу этой версии говорит самоубийство, вызывающее, демонстративное. Теперь все знают, что был такой художник. Ясно. Слушай, тут такое дело. Можно я у тебя переночую? Вообще-то здесь не хостел. А я-то думаю, что ты вдруг раскошелился? Только одну ночь. Я, Артур Степанович Городецкий, находясь в здравом рассудке и трезвой памяти, предварительно ознакомленный нотариусом с общими требованиями Гражданского кодекса, в случае моей смерти делаю следующее распоряжение. Все мое имущество, где бы оно ни находилось, и из чего бы оно ни состояло, включая квартиру, дачу, скульптуры и права на них, завещаю своей музе и возлюбленной Хазаровой Марине Викторовне. Я этого так не оставлю. Содержание статей Гражданского кодекса о праве на завещание мне нотариусом разъяснено. Текст завещания мною прочитан вслух, соответствует моему волеизъявлению и собственноручно подписан. Он все оставил этой мрази, все ей. Даже квартиру. Скульптуры все. Ну. Кстати, а кому принадлежат вот эти? Никому. Они же не законченные. Нам нужен пиар. Сговор Светланы Городецкой и техника был перспективной версией до сегодняшнего оглашения завещания. И? Обратите внимание. Почти во всех скульптурах Артура Городецкого присутствует крупный элемент полый внутри. Так, и что? До последнего времени об Артуре Городецком не было известно почти ничего. Мы узнали, в каких странах проходили его выставки. И оказалось, что все они проводились в Боливии. Даже я понимаю, что Боливия – это не центр мирового современного искусства.
Официальный адрес места, где проходили выставки, это полузаброшенный павильон на окраине города Ла-Пас. Как известно, пластик не пропускает запахов, а это единственный способ обнаружения наркотиков при прохождении пограничного контроля. Просвечивание скульптур не дает ничего. В пользу этой версии также говорит и тот факт, что все скульптуры по возвращении уничтожались. Как это? Современное искусство. Contemporary art. Экспонаты, которые сейчас находятся в галерее, неделю назад вернулись из Боливии. И если наша теория верна, то, возможно, сейчас в этих скульптурах находится кокаин. Нужно получить разрешение на вскрытие скульптур. Вы хотя бы понимаете, какая шумиха начнется? А если вам не удастся там ничего обнаружить? Мне сейчас уже пишут: верните тело великого художника для похорон. Кстати, экспертиза готова? Да. Смерть наступила от асфиксии. При этом в ротовой полости Городецкого я обнаружила капсулу с цианидом калия. Но Городецкий не успел ее проглотить. Попытка замаскировать убийство самоубийством? Понятно. Тут заявление поступило, просят вернуть тело художника в том же пластике, в котором его забрали. Выдам как положено, без всякого пластика. Так. Даю разрешение на вскрытие одной скульптуры. Если там окажутся наркотики, дело будет передано в отдел Петровского. Совещание закончено. Подожди. Что? Ну, прости, я перебрал позавчера. А где ты был всю ночь? У какой бедной овечки? Вот у этой. Мог бы и перезвонить. И вообще-то я волновалась и ждала тебя. Ну, ты же сама сказала, что можешь не приходить. Мало ли, что я сказала. Но не на работе же. Мир? Последний раз. Твою мать. Да. Сигнализацию кто-то предварительно отключил, дверь выбита. Никто, естественно, ничего не видел и не слышал. Там уже натоптали? Нет. С утра пришли агентши и Платонов. Они обнаружили, вызвали нас. Я распорядился никого не пускать. Это дело рук Городецкой. Это она, я уверена. Вы должны ее арестовать и допросить. Это она. Разберемся.
Все те же двое. Индий. Индий? Кальян. Гусеница. Какая большая. Нет, не кальян, она курит бамбук. А. Котик. Котик. Так вот ты какой. Кошара. Состояние стабильное, в крови нет ни алкалоидов, ни опиатов. Странно. Экспертиза показала, что в емкости, которую он нюхнул, были следы кокаина. Нет, само вещество в организм не попало. Я думаю, что это такая реакция на запах. И когда он придет в себя? Не знаю. Как ты себя чувствуешь? Зачем опять ты пришла ко мне, гусеница? Кто? Иди, кури свой бамбук. Как он? Не хочу иметь ничего общего с этим наркоманом. Как ты? Ты пришла, любимая моя. Я, пожалуй, подожду. Нет, я позову медсестру. Извини. Куда она? За гусеницей? Не молчи. Скажи мне, котик. Да, штырь тебя не по-детски. Штырь? Артур всю свою творческую жизнь посвятил пластику. Я выполняю его последнюю волю. Он хотел быть похороненным именно так. Простите, мне тяжело говорить, я потеряла мужа, любимого человека, художника с большой буквы. В память об Артуре я организую выставку его неоконченных работ. Прощай, Артур.
Что случилось? Где я? Кто я, по-твоему? Весь, с тобой все хорошо? Ну, слава богу. Пить хочу страшно. А где мои вещи? Почему я в этом? Ну, у тебя был приступ, назовем это так. Приступ? Какой приступ? Что я делал? Давай поговорим об этом попозже. Там, в галерее, когда ты осматривал разбитые скульптуры, ты сказал «Индии». Что это значит? Есть такой редкоземельный металл? И все? Я что-то еще говорил? Про какие-нибудь запахи? Говорил. Только к делу это не имеет никакого отношения. Ну, как прошли похороны? Эпично. Море прессы, все заинтригованы. Ждут выставку неоконченных и ранее неизвестных работ. Ну что, сколько ты сделал? Вот, делаю третью, не знаю, как назвать. Неважно, потом придумаю. Так, что это? Кондиционер, тумбочка. Мало, нужно больше. Во-первых, пластику нужно время, чтобы застыть. Во-вторых, у меня закончились идеи. Какие еще идеи? Уже был наркоманом. Бери все подряд, пили пополам, обматывай ветками в пластик. Нужно больше скульптур к выставке. Экспертиза показала, что внутри скульптур был кокаин. Нападение вандалов на выставку не более чем инсценировка. И выяснилась еще одна очень интересная деталь. Алиби помощника Городецкого не подтвердилось. Он признался, что Городецкий незадолго до смерти оставил некое очень важное письмо. В случае смерти Городецкого его необходимо передать полиции. Где сейчас это письмо? У помощника Городецкого. Он согласился его передать в обмен на невозбуждение дела и включение его в программу защиты свидетелей. Хорошо, займетесь этим завтра. А сейчас совещание закончено. Послушай, а почему Татьяна как-то странно на меня посмотрела, когда я выписывался? Что-то произошло? Нам некогда, поговорим чуть попозже. Что произошло? Ты признавался ей в любви. Нет. А еще тебя навещал Юля. Ей я тоже признавался в любви? Может быть, она отреагировала весьма бурно. А меня ты назвал котиком. Да иди ты знаешь куда? Правда. Я говорил, что хочешь знать. Какого хрена ты, Дима, устроил выставку с невскрытыми статуями? Скульптурами? Один хрен. Вы кто? Сам отдашь или помочь? Что отдать? Кто вы такие? Откуда у вас ключ? Городецкий полностью вышел из-под контроля. Скандалил, требовал выставку. Грозился нас заложить. Сережа, я тебя очень прошу, убери пушку. Где письмо? Помогите мне, я умру! Не хочешь по-хорошему? А что Городецкий знал обо мне? Ничего.
Абсолютно ничего. Он же контактировал только со мной. Это хорошо. Это очень хорошо. Хочешь что-то сказать? Орать не будешь? Я ничего не знаю, ни о каком письме. Вы ошиблись. Пожалуйста, отпустите меня. Ну, отпустите. Говорю! Всем стоять! Как ты вовремя, Марина. Как же ты вовремя. Кто тебя нанял? Все чисто, товарищ полковник. Можно заходить. Что теперь делать? Что делать? Избавляться от трупа. Это же турецкий ковер, ручная работа. Ну да, в тюрьме таких не будет. Может, поможешь? Все из-за тебя. Зачем нужно было убивать Городецкого именно сейчас и засовывать его в скульптуру? От него надо было избавиться, он стал опасен. Если бы твои дуболомы не перестарались, был бы отличный акт художественного самоубийства. Кстати, они уже звонили? Где письмо? Неизвестный номер 1. Убийца Городецкого, любитель грецких орехов. И неизвестный номер 2. Я знаю, кто прислал их сюда. Нет связи. Странно, они должны были уже закончить перезвонить. Не было никакого письма. Это ловушка, и ты в нее попался. И ты тоже? Эти два дуболома твои, обо мне они не знают. Боже мой, что делать? Что делать? Что делать? Что же делать? Не волнуйся, я все решу. Правда? Не переживай. Что там? Курение убивает. Горит твой любимый виски 40-летней выдержки.
Однажды я увидела в аэропорту, как таможенники проверяют скульптуры с собаками. Я подумала, что там вынюхивать. Пластик же не пропускает запах. Так родилась идея транспортировки. И как долго вы перевозили наркотики? На второй ходке нас вычислил Петровский. В обмен на невозбуждение дела он предложил работать на него, обеспечивая нам крышу. Себе он забирал 70%. Фактически мы все время работали на него. А за что вы убили Платонова? Я никого не убивала. Это было самоубийство. Вы же собирались сделать чистосердечное признание. Вот я и признаюсь. Но я никого не убивала. Вадим. Привет. Надо поговорить. Здравствуй. А у тебя что, общий стул для преступников и нормальных людей? А что случилось? Витя, я нашла хорошего нарколога. Поговори с ним. Вы же друзья. Я открываю эту выставку неоконченных и ранее неизвестных работ моего мужа, талантливого художника Артура Городецкого, который опередил свое время. Скульптура «Свежесть». Я кое-что нашла. В день исчезновения Эрики Лаац пропал еще один человек. 10-летний мальчик. Он пропал в Горхоле, а через 3 дня нашелся совершенно в другом месте. Надо его найти. Есть в деле какие-то данные? Да. Он нам известен.